Глава 1211. Битва у Дворца звезд. Часть 7. Руководители Дворца звезд были почти уверены, что это было как-то связано с Ханли. В конце концов, все они видели взаимодействие между старейшиной Семенем и Ханли в Каменном дворце. Любой мог сказать, что этот великий культиватор затаил обиду старейшины Семеня. Однако, несмотря на их подозрения, все старейшины Дворца звезд просто делали вид, что ничего не подозревают, и никто из них не стал расспрашивать Ханли. Он был великим культиватором, с которым никто не хотел связываться, и самое главное, они не смогли найти никаких доказательств того, что Ханли был виновником всего этого. Вместо этого были веские доказательства того, что он на самом деле не был ответственен за этот инцидент. В тот период времени, когда старейшина Семень погиб, Ханли обменивался опытом культивации со старейшиной Чжао. Конечно, нетрудно было сказать, что это была дымовая завеса, намеренно созданная Ханли, чтобы помешать кому-либо выдвинуть против него убедительное обвинение. Несмотря на то, что они знали правду, все старейшины Дворца звезд все еще испытывали крайне мучительное мнение о том, что Ханли может стереть с лица земли культиватора зарождающейся души, без необходимости преследовать его лично. Если бы он был обычным культиватором, они, естественно, могли бы игнорировать все доказательства и схватить его, а затем использовать технику поиска души, чтобы проверить все. Однако кто осмелится сделать это с великим культиватором на поздней стадии зарождающейся души? Даже старейшины, близкие со старейшиной Семенем, знали, что лучше не поднимать шум. Кроме того, Дворцу звезд нужно было полагаться на способности Ханли, чтобы преодолеть этот кризис, поэтому они абсолютно не могли позволить себе провоцировать его. Поэтому Лин Юйлинь и все старейшины Дворца звезд могли только притворяться, что понятия не имели, кто может быть виновником. Обменявшись опытом культивации, со старейшиной Чжао в течение примерно полдня Ханли вернулся в свою комнату для культивации. Почти сразу после этого старейшина Чжао получил известие о том, что старейшина Семень скончался, и он долгое время находился на месте. В конце концов, он мог только криво улыбнуться с смиренным выражением на лице. После этого он покинул пещерную резиденцию и оставил там двух своих учеников. Ханли мог убить культиватора зарождающейся души, даже не выходя из пещерной резиденции, поэтому для него было просто пустой тратой времени остаться там и следить за Ханли. Для него было намного мудрее выбраться оттуда как можно скорее на случай, если Ханли тоже решит его убить. Таким образом произошла своеобразная последовательность событий. Старейшина Дворца звезд погиб при загадочных обстоятельствах, но этот инцидент спустили на тормозах, и казалось, что ни один из руководителей Дворца звезд не собирался даже упоминать об этом. Даже фраза «старейшина Семень» стали запретной темой, о которой можно было говорить только шепотом, вместо этого все сосредоточили свое внимание на подготовке к предстоящей битве. 5 дней спустя Ханли вышел из комнаты для культивации и снова прибыл в священный дворец. В этот раз там, помимо старейшин Дворца звезд, собралось более 30 культиваторов формирования ядра. Большинство из них были на поздней стадии формирования ядра, поэтому их сила была чуть ниже, чем у старейшин Дворца звезд. Когда Ханли вошел в зал, все культиваторы одновременно перевели на него взгляд. У большинства из них было выражение благоговения на лице, а некоторые боялись его прибытия. Однако одно оставалось неизменным. Куда бы ни посмотрел Ханли, все собравшиеся культиваторы немедленно опустили головы и избежали его взгляда. Использовать свою человекоподобную марионетку для устранения культиватора на ранней стадии зарождающейся души было чрезвычайно простой задачей для Ханли, но этим он запугал весь Дворец звезд. В прошлом все эти культиваторы Дворца звезд знали, что Ханли был великим культиватором, но никто не видел его в действии, поэтому они сомневались в том, сможет ли он на самом деле задержать Ван Тиньмина. В конце концов, Ван Тиньмин убил многих старейшин Дворца звезд за последние несколько десятилетий, и его репутация не имела себе равных в море рассеянных звезд. По иронии судьбы, убийство Ханли старейшины зарождающейся души вселило в каждого человека гораздо больше уверенности в его способностях. Этого не ожидал ни сам Ханли, ни даже Лин Юйлинь. Конечно, Лин Юйлинь, естественно, была очень рад, что их боевой дух был приподнят, хотя самого Ханли это не волновало. «Пожалуйста, присаживайся, господин Даосист Хань. Я сразу же начну организовывать подготовку к предстоящему сражению», сказала Лин Юйлинь уважительным голосом. Ханли кивнул и сел, притянув к себе белую нефритовую пластинку для чтения, полностью игнорируя всех остальных. Лин Юйлинь улыбнулась при виде этого, но выражение ее лица сразу же стало довольно серьезным, как только она перевела взгляд на остальных и начала отдавать инструкции. Несмотря на то, что основное внимание Ханли было сосредоточено на нефритовой пластинке, он не мог полностью игнорировать то, что говорила Лин Юйлинь. План Дворца звезд был очень прост.
Хотя формация небесного огненного ветра состояла из 108 столпов огненного ветра, они планировали атаковать только 36 столпов огненного ветра, окружающих небесный звездный город. Согласно анализу нескольких мастеров формации заклинаний Дворца Звезд, эти 36 столбов были наиболее важными, и если они смогут уничтожить большинство из этих столбов, то сама формация будет разрушена. Конечно, до этого Дворцу Звезд нужно было захватить ядро формации, которое охранял Ван Тиньмин. Таким образом, старейшина зарождающейся души и культиватор формирования ядра встали один за другим, следуя приказу Лин Юйлинь, и у всех были серьезные выражения на лицах. В зале воцарилась чрезвычайно холодная атмосфера. Вскоре всем присутствующим культиваторам было поручено атаковать определенный столб огненного ветра. Однако распределение высокоранговых культиваторов было довольно неравномерным. В одних группах было 2 или 3 культиватора зарождающейся души, в то время как в других не было ни одного культиватора зарождающейся души. Хань Ли удивлен таким распределяем. Однако он быстро понял, почему были приняты такие меры. Скорее всего, в коалиции Звездопада также были шпионы из Дворца Звезд, поэтому они, должно быть, уже выяснили силы, охраняющие каждый отдельный столб огненного ветра, и, соответственно, делегировали войска. Несмотря на то, что Хань Ли продолжал концентрировать свое внимание на своем нефритовой пластинке, и на его лице появилась слабая улыбка, Лин Юйлинь очень быстро делегировал свои обязанности, и через некоторое время почти всем культиваторам в зале были назначены определенные роли. Наконец, ее голос дрогнул, и она повернулась к Хань Ли с улыбкой на лице. «Господин Даосист Хань, старейшина Чжао, старейшина Ма, и я буду отвечать за нападение на ядро формации, которое охраняет Ван Тиньмин. Что скажешь?» Хань Ли поднял голову и небрежно ответил: «Конечно. Однако я отвечаю только за то, чтобы задержать Ван Тиньмин. Я не стану нападать на других культиваторов, если они не нападают на меня». В ее глазах появился намек на удивление, увидев беззаботное выражение лица Хань Ли, но она, естественно, была очень рада, что Хань Ли принял ее распоряжение. Несмотря на то, что она слышала кое-что о Хань Ли от небесных звездных мудрецов, она на самом деле не знала, насколько могущественным был Хань Ли. Она действительно волновалась, что Хань Ли недооценит своего врага и будет полагаться только на собственные силы, поэтому она остановилась на некоторых характерных способностях и сокровищах Ван Тиньмин, чтобы помочь Хань Ли подготовиться к предстоящему сражению. Выражение лица Хань Ли оставалось совершенно безразличным, пока он слушал ее описание. Лин Юйлинь могла лишь внутренне вздохнуть при виде этого, но она подавила желание спросить Хань Ли, какой у него был шанс на победу. В любом случае, поражение было не вариантом для Дворца Звезд. Вперед! Получив последние инструкции, все совершенствующиеся во дворце мгновенно выбежали изнутри. Все низкоранговые ученики заложения основ уже собрались у всех 4 ворот небесного звездного города и были готовы атаковать, как только появились культиваторы формирования ядра, чтобы повести их в бой. Хань Ли взглянул на нефритовую пластинку в своей руке, а затем она исчезла по взмаху его руки. В нефритовой пластинке было искусство культивации эссенции божественного света, и оно было действительно довольно глубоким и сложным. Даже спустя нескольких дней напряженного изучения он добился лишь небольшого прогресса. Ему было очень любопытно, какое необычное существо на Божественной горе смогло овладеть этим искусством культивации. Хань Ли рассматривал эти вопросы довольно рассеянно, поскольку он также вышел из каменного дворца вместе с другими старейшинами. К большому удивлению Хань Ли, возле дворца стояла массивная карета длиной более 100 футов. Вся карета была построена из какого-то неидентифицируемого зеленого дерева, а на ее поверхности мерцали древние руны. Было совершенно очевидно, что это была чрезвычайно сложная и тщательно продуманная карета. Однако, что было еще более примечательно, так это то, что карету тянули 4 демонических зверя длиной в несколько десятков футов, и все они были того же зеленого цвета, что и сама карета. С момента прибытия в небесный звездный город Хань Ли был первый раз ошеломлен. 4 зеленых демонических зверя, казалось, были только 5-го или 6-го ранга, но они, несомненно, были водяными драконами. Если он правильно помнил, то водяные драконы очень ревностно защищали своих братьев. Дворец звезд действительно был очень могущественным, но как они могли использовать настоящих водяных драконов для своих экипажей? Неужели они не боялись вызвать гнев всей расы водяных драконов и навлечь катастрофу на Дворец звезд? Увидев удивление на лице Хань Ли, Лин Юйлинь улыбнулась и спросила: «Неужели эти низкоранговые демонические животные способны удивить тебя, господин Даосист Хань?» Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он внезапно сказал: «Стой, у этих демонических зверей тело настоящих водяных драконов, но их души выглядят довольно странными». С восхищенным взглядом Лин Юйлинь объяснила: «А ты действительно очень внимательный, брат Хань. Души в телах этих демонических зверей действительно не являются душами водяных драконов.
Много лет назад, когда мой отец, путешествуя по дальним морям, он выиграл пари у короля золотого змея из низкоранговых туш зеленых драконов, а затем использовал секретную технику, чтобы внедрить души морских духовных питонов в их тело, создав тем самым этих демонических зверей. Понятно, но почему ты разместила эту карету здесь? Мы будем использовать ее в нашей атаке. Хань Ли нахмурился в замешательстве. Хе-хе, ты мог не знать об этом, брат Хань, но этот экипаж был лично создан моим отцом. Помимо этих демонов, сама карета также очень особенная и будет весьма эффективна против наших врагов. Если бы она не важность этой битвы, я бы не стала использовать такое драгоценное сокровище. Лин Юлинь вскинула брови, и на ее лице появилось таинственное выражение. Глава 1212. Битва у Дворца Звезд. Часть 8. Когда Хань Ли услышал Лин Юлинь, он пронесся мимо духовного зверя своим духовным чутьем и кивнул, почти не сказав ни слова. Во главе был лысый двухметровый гигант. Хотя он обладал культивацией на уровне заложения основ, верхняя часть его тела была обнажена, а его мышцы напоминали сталь, создавая ему угрожающую ауру. Когда все сели в карету, крупный мужчина поднял белый кнут и хлестнул им. Зеленые водяные драконы, лениво отдыхавшие перед каменным залом, быстро поднялись и начали скользить в воздухе. Затем экипаж взлетел в воздух в виде полоски белого света, двигаясь со скоростью, сравнимой с культиватором на ранней стадии зарождающейся души. Через четверть часа Хань Ли и компания прибыли к воротам небесного звездного города. В этот момент сила огненного ветра беспрерывно бомбардировала синий световой барьер. Даже с защитой от светового барьера приглушенные взрывы вызывали панику, как у смертных, так и у низкоранговых культиваторов. Хотя световой барьер казался довольно прочным, под воздействием продолжительной атаки Великой Формации разрушение барьера было лишь вопросом времени. Стоя за пустынными городскими воротами, Хань Ли изучил ситуацию за пределами острова. Ситуация оказалась далека от хорошей. Все было примерно так же, как когда он вошел. Все, что он мог видеть, было лазурным и красным. Даже с его обширными способностями он не мог видеть за пределами этой формации. Он равнодушно посмотрел на город и увидел тысячи низкоранговых культиваторов, прячущихся за соседними городскими воротами. Они либо медитировали, сидя со скрещенными ногами, либо готовили магические инструменты и талисманы, делая последнее приготовление. Старейшина Чжао и большой человек в фиолетовой одежде вышли из кареты. Они поговаривали с другими старейшинами с серьезным выражением на лице. За спиной Хань Ли послышались шаги, и прежде чем он повернул голову, он услышал, как с ним заговорил сладкий голос. «Брат Хань, у меня есть просьба к тебе. Я не знаю, согласитесь ли ты на это». «Какая?» Хань Ли обернулся, на его лице не было ни малейшего удивления. Лин Юлинь стояла позади него в тусклых зеленых дворцовых одеждах. На ее красивом лице было неясное выражение, а ее лоб напрягся, как будто она обсуждала что-то очень важное. Лин Юлинь, стиснув зубы, передала Хань Ли голубую нефритовую пластинку, с надеждой глядя на Хань Ли. Предстоящая битва решит жизнь и смерть нашего Дворца Звезд. По правде говоря, коалиция Звездопада привлекла несколько культиваторов, которые ранее скрывались в уединении. Даже с помощью брата Ханя наши шансы на победу только 50%. Если мы выиграем эту битву, мы больше не побеспокоим тебя, но если мы потерпим великое поражение, я надеюсь, что ты сможешь забрать людей, перечисленных в нефритовой пластинке, и ускользнуть из моря рассеянных звезд. Надеюсь, ты подумаешь об этом. Что ты имеешь в виду? Хань Ли нахмурился. Ничего особенного. Люди, которых я перечислила, тесно связаны со мной. Хотя я уверена, что никто не знает отношений между нами, есть вероятность, что коалиция Звездопада уничтожит их, если мы потерпим поражение. Было бы намного лучше, если бы ты взял их с собой. Ты не культиватор моря рассеянных звезд, так что ты должен быть в состоянии сделать это, Лин Юлинь говорил с тоном полного доверия. Хань Ли молча посмотрел на нее. Пока его молчание продолжалось, она улыбнулась и сказала: «Конечно, если ты сделаешь это для меня, это выполнит твое соглашение с моими родителями помочь мне 3 раза в опасной ситуации. Ты уже выполнил часть соглашения, согласившись разобраться с Ван Тиньмином. Если ты согласишься на это, соглашение будет выполнено, даже если мы выиграем, и тебе не придется предпринимать какие-либо действия в будущем». После еще одной минуты молчания в глазах Хань Ли появился странный взгляд, и он сказал: «Госпожа Лин, пожалуйста, внимательно обдумайте это. Мое соглашение с твоими родителями заключалось в том, чтобы я спас тебя 3 раза, когда твоя жизнь будет в опасности. Тебе не кажется, что подобная просьба противоречит намерениям 2 мудрецов? Я прекрасно это понимаю, но теперь я мастер Дворца Звезд.
Если мы действительно потерпим поражение в этой битве, древнее наследие Дворца Звезд будет уничтожено. Какая польза от 2 дополнительных шансов на выживание? Моим близким родственникам было бы лучше спастись. Моей культивации на средней стадии зарождающейся души достаточно, чтобы защитить саму себя. Хань Ли долго смотрел на ее милое выражение лица, а затем ответил равнодушным тоном: «Хорошо. В этом случае я приму твою просьбу. Если ты проиграешь эту битву, я уведу их из моря рассеянных звезд». Лин Юлинь лучезарно улыбнулась и сказала: «Твои слова спасают меня от забот на будущее. С твоими удивительными способностями ты, наверняка, сможешь безопасно выбраться отсюда независимо от того, насколько ужасной окажется эта война». Хань Ли улыбнулся и затем перевел взгляд на город. Получив согласие Хань Ли, Лин Юлинь тактично оставила его в покое и удалилась. Несколько часов спустя были разосланы талисманы передачи голоса с уведомлением о том, что приготовления были завершены и были открыты ворота в небесный звездный городок. В это же время десятки тысяч культиваторов быстро покинули синий барьер города и исчезли в лазурном и красном тумане, образовавшемся от огненного ветра. Массовая перегруппировка войск небесной звездного города была тут же замечена культиваторами коалиции Звездопада, назначенными на защиту формации. Коалиция Звездопада немедленно развернула большое количество культиваторов для борьбы, а остальные принялись контролировать великую формацию, полностью активируя ее мощь. Хотя формация заклинания не оказывала никакого влияния на культиваторов, выше стадии заложения основ, она могла нанести серьезную травму культиватору любому человеку на стадии заложения основ и ниже. После того, как были активированы столпы огненного ветра, лазурно-красный туман, медленно плавающий в воздухе, начал бурлить, поворачиваться, сгущаясь в лазурно-красные шары света, которые быстро взрывались и рассеивались. Какое-то время в великой формации вспыхнул свет, сопровождаемый звуками непрекращающихся взрывов. Если бы обычные культиваторы заложения основ вошли в формацию, не подготовившись, они мгновенно были бы разорваны силой ветра. Но Дворец Звезд тщательно подготовился к этой битве. У каждого низкорангового культиватора Дворца Звезд на теле были разноцветные световые барьеры, что предотвращали ветра и любые серьезные травмы. В этот момент культиваторы коалиции Звездопада, охранявшие столбы, встретились лицом к лицу с культиваторами Дворца Звезд. Из формации доносились звуки боя и предсмертные возгласы. Почти в то же самое время на краю великой формации, на самой вершине гигантского столба огненного ветра высотой в километр, несколько культиваторов смотрели вдаль. У их лидера, мужчины средних лет с квадратным лицом, в пурпурной мантии и нефритовой повязке, было напряженное выражение на лице. Он держал руки за спиной. Это был Ван Тиньмин. Его нынешнее спокойное поведение сильно отличалось от того, когда Хань Ли видел его в последний раз. Недалеко от него стоял старик с темной кожей и старуха в красно-зеленой одежде. У обоих было одинаково серьезное выражение на лице. Похоже, Дворец Звезд действительно начал атаку в полную силу. В этой самой атаке они использовали так много среднеранговых талисманов, что это могло обанкротить обычный клан, пробормотал старик с темной кожей. Это был культиватор по фамилии Лун, который в панике бежал, когда Хань Ли ворвался в формацию. Должно быть, они все поставили на эту атаку. Должно быть, это как-то связано с тем человеком, который ворвался в город. Спокойно сказал Ван Тиньмин. Это похоже на отчаянный шаг. Однако, господин Даосист Лун, настолько ли страшен культиватор, который убил господина Даосиста Хуа? Даже когда вы объединились, он все равно смог убить одного из вас в одно мгновение. Зеленый свет вспыхнул в глазах старухи, когда она посмотрела на старика. Она была культиватором на средней стадии зарождающейся души. Услышав, как женщина упомянула Хань Ли, старик Лун побледнел и погладил новую руку, которую он вырастил с помощью секретной техники. Через некоторое время он ответил с кривой улыбкой, больше, чем просто страшной. Господин Даосист Хуа ни в коем случае не был слабым, но он не смог оказать большого сопротивления. Если бы я бежал медленнее, боюсь, что меня бы здесь не было. Скорее всего, он великий культиватор на поздней стадии зарождающейся души, а не на средней. На лице старухи появилась насмешка, и она сказала прямо: «Великий культиватор». Кажется, что господин Даосист Лун был напуган до такой степени, что его разум запутался. Помимо господина Даосиста Вана, откуда взялся другой великий культиватор во внутренних морях? В противном случае Дворец Звезд уже бы принял его к себе и уничтожил бы наш альянс после столь длительного периода времени. Старик Лун поморщился от услышанного. Ван Тиньмин слегка улыбнулся, не уверен. Образ культиватора, который описал Даосист Лун, звучит знакомо. Через несколько дней я узнал этого человека. Это тот, кого госпожа Цу тоже должна знать. Что? Брат Ван, объясни, что ты имеешь в виду.
Удивилась старуха. Помнишь, несколько сотен лет назад в нашем мире появился небесный котел? Когда наш альянс издал приказ об убийстве культиватора по имени Ханли? Неторопливо спросил Ван Тиньмин. Немного подумав, она сразу же поняла, небесный котел — это Ханли. Это он прорвался через великую формацию. Они очень похожи, но как это возможно? В прошлом этот человек был культиватором формирования ядра. Старуха не верила своим ушам. Ван Тиньмин посмотрел в сторону великой формации и равнодушно сказал: «Тебе не нужно так удивляться. Более 100 лет назад, перед смертью небесных звездных мудрецов, я получил секретное сообщение о том, что Ханли появился рядом с сектой Желтого Песка как культиватор зарождающейся души. Затем он использовал телепортацию Дворца Звезд в Дальнее море. В то время мудрецы Дворца Звезд пытались завербовать его, но без особого успеха. Я подозреваю, что исчезновение танцующего журавля и других старейшин нашего альянса как-то связано с ним». Глава 1213. Битва у Дворца Звезд. Часть 9. Старейшина Танцующий журавль и Хуан Кун с острова Огненного дракона. Они погибли не от засады демонических зверей на острове Зеленого духа. Удивилась старуха. Ван Тиньмин холодно усмехнулся и медленно объяснил: это то, что мы говорим посторонним. По правде говоря, согласно нашим культиваторам, с острова Зеленого духа, оба этих старейшины так и не появились на острове в день вторжения демонических зверей. Скорее, были люди с острова Молниеносного неба, которые сообщили о появлении Ханли в тот же день, когда Танцующий журавль и Хуан Кун таинственно исчезли. Их жизненные талисман-жетоны, принадлежавшие Альянсу, также были уничтожены. Вторжение демонических зверей на остров Зеленого духа произошло после. Старуха некоторое время оставалась ошеломленной, а затем проговорила: даже если это так, эти двое были партнерами по смерти. Было бы трудной задачей. Это правда, у нас нет доказательств того, что именно он это сделал. Но если культиватор, прорвавшийся через формацию, действительно был Ханли, и он обладает способностями великого культиватора, то это предположение должно быть правильным. Холодный свет вспыхнул в глазах Ван Тиньмина, и его голос стал мрачным. Если этот человек действительно достиг поздней стадии зарождающейся души и имеет в своем распоряжении небесный котел, а брат Ван также только недавно стал культиватором на поздней стадии зарождающейся души, с беспокойством пробормотал старик Лун. Ван Тиньмин хихикнул и невозмутимо сказал: поскольку я знаю этого человека, разве у меня не может быть плана против него? Будь спокоен. Если он прибудет, оставьте его на меня. Я не скажу, что у меня есть полная уверенность, чтобы я смогу его убить, но я уверен, что одержу победу над ним. Двое старейшин переглянулись между собой и с удивлением выдавили улыбку на лице, но вскоре на их лицах действительно появилось облегчение. Раз это сказал лидер секты большой секты, его слова должны быть верными. Раз ты так сказал, что мы в этом можем быть уверены. С остальными мы разберемся, со зловещей улыбкой на лице сказала старуха. В конце концов Ван Тиньмин повернулся, и на его лице появилось странное выражение. «Мне будет легко передать обычные проблемы и ядро формации вам двоим, господа даосисты. Но планируете ли вы сражаться, зажатыми в угол?» Много высокоранговых культиваторов нацелилось ядро формации. Поэтому я вынужден просить о помощи, доверив вам защиту ядра формации. Вздрогнув, старик закричал: «Помощь!» «Ты имеешь в виду?» Ван Тиньмин не ответил напрямую, а вместо этого поднял руку и выпустил гигантский огненный шар из рукава. Он взорвался высоко в воздухе, вспыхнув ярко-красным пламенем. Эта сцена была замечена всеми культиваторами рядом с огромной колонной, что вызвало у них некоторую дискуссию. Пока эти люди были сбиты с толку случившимся, внезапно раздался очаровательный голос с 10-метровой высоты. «Братья, господин даосист Ван вызывает нас. Кажется, пришло время использовать нас, иначе было бы слишком скучно сидеть здесь дольше. Время не имеет большого значения для таких культиваторов, как мы. Раз брат Ван заставил нас проявить себя, похоже, пришло время великой битвы. Мы должны быть в состоянии убить много людей на этот раз». Из лодки донесся громкий мужской голос. Вскоре с лодки выскочили две ослепительные полоски белого света, сделавшие круг в воздухе и приземлившиеся на вершину огромного столба. Белый свет исчез в мгновение ока, открыв двух культиваторов, мужчину и женщину перед Ван Тиньмином. У мужчины были круглые глаза, свисавшие с лица, и высокое крепкое тело. У женщины была бледная кожа и изящное тело, что создавало соблазнительную внешность. После краткого приступа тревоги старик Лун узнал двух появившихся и невольно вскрикнул от ужаса: дьявольские близнецы Лань. От этого заключения даже старуха побледнела.
Изысканная женщина взглянула на старика Луна и улыбнулась сладкой улыбкой. Не думала, что в море рассеянных звезд еще остались люди, которые помнят нас. Мы много лет жили в уединении на острове дьявольского греха. Старуха, немного замявшись, спросила с испуганным выражением: «Разве вас не убили небесные звездные мудрецы? Как вы до сих пор можете быть живы? Это правда, что в прошлом эти два старых ублюдка чуть не прикончили нас, но нам повезло. А что, вы чем-то недовольны?» Крупный мужчина холодно взглянул на двух старейшин. Как ни странно, его губы шевельнулись, но его голос исходил из живота, раскрывая оттуда сверкающие белые зубы, словно внутри был человек. При виде этого сердце старухи трепетало, и она неосознанно сделала шаг назад. Вскоре после этого она поняла, что демонстрирует слабость, и не стала больше пятиться, а лишь только обиженно фыркнула. Крупный мужчина зловеще ухмыльнулся в ответ и выпустил волны смертельной ци из своего тела, закрыв лицо слоем слабой кровавой ци. Ван Тиньмин фыркнул и угрюмо сказал: «Хватит, наши враги на подходе. Господа даосисты, я просил вас оставаться скрытыми до сегодняшнего дня ради этой самой битвы. Они думают, что я не заметил шпиона Дворца Звезд в своих рядах. Теперь посмотрим, как они угодили в нашу ловушку». Другие вздрогнули и быстро повернули головы в направлении формации заклинаний. Они увидели сильную бурю ветра в плотном лазурно-красном тумане. Внутри была огромная карета, которую тянули 4 зеленых дракона. За ней следовало бесчисленное количество культиваторов, и в мгновение ока перед глазами предстало несколько тысяч культиваторов. Культиваторы коалиции Звездопада, находящиеся рядом с колонной, давно готовились к этому моменту. Когда они увидели приближающихся врагов, они взлетели в воздух на своих летающих инструментах. Вскоре обе стороны оказались в противостоянии у огромного столба огненного ветра. Старуха и старик Лун больше не обращали внимания на дьявольских близнецов Лун, вместо этого сосредоточившись на культиваторах Дворца Звезд перед собой, особенно на 4 культиваторах в карете. При виде этого сердце старика задрожало, а во рту пересохло. Внутри кареты он увидел уверенно стоявшего Хань Ли. В тот момент Хань Ли не заметил старика. Его взгляд был устремлен на Ван Тиньмина, и он пристально смотрел на него. Дьявольские близнецы Лань. Крупный мужчина в пурпурной одежде вскрикнул, как и старик Лун. Хань Ли не отреагировал на имя, но Лин Юйлинь и старик Чао были сильно поражены. Лин Юйлинь поспешно спросила: «Старейшина Ма, ты не ошибся? Разве эти дьявольские близнецы Лань не были уничтожены моими родителями? Как я мог ошибиться? Я лично был вместе с 2 мастерами дворца, когда они преследовали 2 дьявольских близнецов. После этого оба мастера дворца совместно продвинулись к поздней стадии зарождающейся души. Это абсолютно сбивает с толку. Даже если 2 дьявольским близнецам действительно удалось выжить, они должны были уже достичь конца своей жизни. Как они могли выжить до сих пор? Однако, их уровень культивации такой же, как и в прошлом, на средней стадии зарождающейся души. Очевидное замешательство появилось на лице крупного человека. «В этом нет ничего странного», — объяснил Хань Ли. «Я знаю несколько лекарственных таблеток, которые могут продлить жизнь человека на 200 лет. Возможно, они могли съесть подобное, если им повезло. Это единственная возможность. В любом случае, 2 дьявола были так же известны, как и мастера Дворца Звезд в прошлом. Одного упоминания о них достаточно, чтобы вселить ужас в людей. Этот мужчина любит убивать, и однажды за одну ночь уничтожил 2 небольших острова, опустошив 1000 культиваторов и более 100 000 смертных. Женщина культивирует знаменитое женское искусство кражи янь. Она любит извлекать жизненную сущность молодых культиваторов и садистски убивать их. После того, как они оба достигли средней стадии зарождающейся души, они стали неразлучны. Объединившись, они могут выжить даже против культиваторов поздней стадии зарождающейся души. Если бы мастера Дворца Звезд не рискнули сразиться с ними, я боюсь, что они бы не были так разгневаны. Старейшина Джао с мрачным выражением на лице грубо объяснил Хань Ли личность этих людей. Хань Ли погладил себя по подбородку и сказал: «Вот как. Кажется, они подготовились заранее. Даже если я буду сражаться с Ван Тиньмином, у вас не будет шансов на победу из-за появления этих культиваторов». Лин Юйлинь скривилась. По правде говоря, я изначально планировала подавить их с подавляющей силой старейшин, которых я привела с собой. Но теперь, когда появились эти 2 дьявола, боюсь, что для победы нам потребуется вся наша сила. Пад был бы хорошим результатом. Хань Ли улыбнулся, но прежде чем он успел что-то сказать, человек из гигантского столба начал медленно лететь к ним. Как только он увидел его, он закрыл рот и холодно посмотрел на него. К ним летел никто иной, как сам Ван Тиньмин. Ван Тиньмин пролетел до середины, а затем остановился и сказал с улыбкой на лице:
господин Даосист Хань, не думал, что с тех пор, как мы виделись в зале Небесной Пустоты, твоя культивация достигнет такого прогресса, что ты даже станешь великим культиватором. И если я прав, ты не являешься человеком из моря рассеянных звезд. Так почему ты принимаешь участие в битве между нашим альянсом и Дворцом звезд? Независимо от того, что эта девушка пообещала тебе, я удвою любую цену. Что скажешь? И мне даже не нужно, чтобы ты что-то делал, достаточно будет, если ты просто согласишься не участвовать в этой войне. Когда люди из Дворца звезд услышали это, они изменились в лицах. Даже сам Хань Ли был в шоке. Глава 1214. Битва у Дворца звезд. Часть 10. Удвой цену. Господин Даосист Ван действительно щедрый. Хань Ли засмеялся, и на его лице появилась загадочная улыбка. «Ты считаешь, что этого недостаточно?» Спокойно спросил Ван Тиньмин. «А этого еще как достаточно. Жаль, что я участвую в этой войне из-за обещания, которое я дал много лет назад. Я не люблю нарушать свои обещания. Но если ты уйдешь с миром, я подумаю над твоим предложением в следующий раз», лениво ответил Хань Ли с насмешкой в голосе. Эти слова ошеломили всех присутствующих культиваторов. Улыбка Ван Тиньмин исчезла и сменилась мрачным выражением лица. «Поскольку брат Хань принял свое решение, нам придется проверить твою мощь. Однако наша битва принесет катастрофу нашим младшим поблизости. Не будет лучше сражаться где-нибудь подальше?» Холодно сказал Ван Тиньмин. «Да, я подумал об этом, не задумываясь», согласился Хань Ли. Это удивило Ван Тиньмина, но, взглянув на Хань Ли, он поднял руки в жесте заклинания и превратился в пурпурную полосу, полетевшую в направлении небесного звездного города. Хань Ли повернулся и взглянул на Лин Юйлинь и других. Он кивнул с улыбкой и последовал за ним в виде полоски лазурного света. В мгновение два культиватора на поздней стадии зарождающейся души метнулись вдаль и скрылись из виду. Лин Юйлинь и старик Чжао переглянулись между собой, и на их лицах появились следы беспокойства. Ван Тиньмин уже знал о существовании Хань Ли и взял на себя инициативу, чтобы бросить ему вызов. Неужели он задумал другой план? Тем не менее, Хань Ли без колебаний последовал за ним. Это только добавило им опасений, поскольку, если бы они стали его отговаривать, это бы повредило их моральному духу. Мужчина из дьявольских близнецов Лань вытянул алый язык и, облизнув губы, хихикнул. «Хе-хе, раз брат Ван ушел, пришло время действовать. Давайте посмотрим, чего вы стоите». Прошло несколько сотен лет с тех пор, как я убил культиватора на ранней стадии зарождающейся души. После этого он поднял руки в жесте заклинания и выплеснул белую ленту из костей. В это же время из его тела вылился кровавый туман, мгновенно окутавший пространство около 100 метров. Изнутри послышались призрачные вопли, и само облако двигалось в направлении культиваторов Дворца звезд. После этого изящная женщина рядом с большим мужчиной довольно хихикнула и взмахнула рукавом, выпустив ароматный розовый туман. Культиваторы, почувствовавшие запах, потеряли ощущение себя. Старик Лун и старуха переглянулись между собой, а затем старик выплюнул золотой шар, в то время как старуха выпустила в атаку 13 зеленых клинков. Культиваторы Дворца звезд при виде этого не смели мешкать и сразу же выпустили свои собственные магические сокровища в ответ. Несколько культиваторов на ранней стадии зарождающейся души Дворца звезд встретили атаки дьявольских близнецов Лань. Множество огней столкнулось с дьявольской Ци, поразив мощные взрывы. Атаки оказались в тупике. Низкоранговые культиваторы при виде этого закричали и, собравшись силами, выпустили свои собственные магические инструменты и сокровища, ринувшись вперед, официально начав рукопашный бой. Конечно, все эти культиваторы держались поодаль от сражений культиваторов зарождающейся души, что сражались в центре. Какое-то время звуки взрывов и убийств наполняли воздух. Из-за хаоса не было видно, какая сторона владеет преимуществом. Однако было ясно, что бой в ближайшее время не закончится. Тем временем Хань Ли и Ван Тиньмин пролетели почти 500 километров на одном дыхании, прежде чем в конце концов остановиться. Хань Ли появился из полоски лазурного света и наблюдал за Ван Тиньмином, держа руки за спиной, с равнодушным выражением на лице. С его обширным духовным чутьем он мог определить, были ли поблизости какие-либо культиваторы. В противном случае он не позволил бы Ван Тиньмину увести его. Просканировав своим духовным чутьем в радиусе 50 километров, он никого не нашел и не обнаружил никаких заклинаний или ограничений. Когда он снова посмотрел на Ван Тиньмин, он увидел спокойное выражение на его лице. В его голове вспылили странные мысли, и сама ситуация ему показалась забавной. Похоже, что Ван Тиньмин был таким же, как и он сам, и полностью доверял своим боевым возможностям.
Ван Тиньмин оглянулся вокруг и снова повернулся к Хань Ли, сказав холодным голосом: «Этого должно быть достаточно. Если мы используем это в качестве твоей могилы, это не должно опозорить твой статус великого культиватора». «Моя могила?» — с улыбкой спросил Хань Ли. Ван Тиньмин фыркнул и спросил, что. «Считаешь, что я слишком много о себе вообразил?» Хань Ли невозмутимо хихикнул и неспешно сказал: «Нет, я считаю, что с твоим недавним прорывом что-то не так. Ты смог так быстро развить свою магическую силу, что повредил голову. Посмотрим, кто прав, когда я рассею твою душу. Но сначала я должен познакомить тебя кое с кем». Хань Ли холодно улыбнулся и ответил равнодушным тоном: «Ты за ребенка меня держишь. Здесь нет никого, кроме тебя и меня. Я отрублю твою голову и заберу себе в подарок». Ван Тиньмин прищурился: «Это так? Тогда это моя ошибка. В конце концов, этих двоих нельзя считать людьми». Сказав это, он не стал ждать ответа Хань Ли. Он взял черный кожаный мешок с пояса и подбросил его в воздух. Сделав жест заклинания, он начал петь. Внезапно сумка раскрылась, выплеснув черный туман. Оттуда появился высокий и тощий силуэт, беспорядочно дрейфующий в тумане, словно там были призраками. Усовершенствованные трупы. Нахмурился Хань Ли. Его опыта было достаточно, чтобы узнать туман, представляющий собой столь могущественную трупную ци. Ван Тиньмин холодно улыбнулся, услышав это, и произнес заклинание. Два силуэта подняли руки, с огромной силой поглощая близлежащие трупную ци, превратив туман в змей, которые тут же зарылись в их тело. В мгновение черная трупная ци исчезла, раскрыв лица трупов. Хань Ли безразлично взглянул на два трупа. Этого следовало ожидать. Он не знал, кем были эти трупы. Один из двух трупов был высокого роста с напряженным выражением лица. Он выглядел старше 40 лет, но его руки были дополнительно вытянуты и доставали до колен. Его ладони также были исключительно большими и сверкали ярким светом, словно были вырезаны из тонкого белого нефрита. Меньшим изящным трупом была женщина лет 30. У нее было стройное лицо, глубокие глаза и большой лоб. На одном из ее плеч торчало 3 меча в разных стилях, производя извращенный вид. Когда Ван Тиньмин увидел, что Хань Ли не обращает внимания на два усовершенствованных трупа, на его лице появилось резкое выражение. Он глубоко вдохнул и сделал другой жест заклинания рукой. Внезапно из его тела послышался звук ломающих костей, и он быстро вырос на несколько дюймов. Затем он открыл рот и яростно выблевал туманы пурпурной ци, окутав себя в облаке шириной 10 метров, в мгновение ак. Вскоре облако яростно повернулось и начало переливаться разными цветами. При виде этого Хань Ли погладил себя по подбородку и ухмыльнулся. Он опустил руки, вызвав трехцветную огненную полосу в одну руку и зеленую полоску в другую. Хань Ли выглядел равнодушным. Его план состоял в том, чтобы использовать чистую силу и мощное нападение, чтобы победить врага, независимо от того, какие методы они использовали. Сначала он использовал быкипригель 8 духов, чтобы поймать его в ловушку, а затем приблизиться к нему, добив его мощной атакой веера 3 огней. Подумав об этом, синий свет сверкнул в его глазах, а позади него раздался приглушенный гром, вызвав пару лазурно-белых крыльев. Не успел он подумать о том, чтобы использовать свои крылья, чтобы приблизиться к врагу, как был ошеломлен увиденным. Внешний вид Ван Тиньмина полностью изменился в облаке, и звуки ломающихся костей прекратились. После этого удивительная дьявольская ци окутала давлением все окружающееся пространство, и облако стало зловеще серым, и от него повеяло холодом. Зрачки Хань Ли сузились, а сердце забилось. Разве не Ван Тиньмин не был мастером секты Тысячи Врат Просвещения? Как он мог культивировать искусство дьявольского да? Более того, эта дьявольская ци была довольно знакома и была чем-то похожа на настоящую дьявольскую ци высшего демона. Вскоре ему кое-что пришло в голову, но он не мог вспомнить все полностью, поскольку у него на это не было времени. Пока Хань Ли был сбит с толку, от дикой дьявольской ци эхом отразился череда дикого смеха, и перед ним появился искривленный силуэт. Позади этого человека появилось 6 отдельных призраков, которые выглядели материальными. У каждого из них были рога на голове и клыки во рту. Все они выглядели ужасающе, а их тело было покрыто чешуей, словно это были настоящие демоны, появившиеся когда-то в этом мире. «Искусство 6 высших демонов!» — вскрикнул Хань Ли. «А, ты знаешь искусство 6 высших демонов? А ты не такой глупый, как я думал». Его смех прекратился, и он холодно посмотрел на Хань Ли с выражением полного высокомерия с насмешкой на лице. На нем все еще была одежда Ван Тиньмина, но его лицо было совершенно другим. При виде этого лица Хань Ли испытал настоящий шок.
Глава 1215. Битва у Дворца Звезд. Часть 11. Хань Ли перевел взгляд и посмотрел на лицо высокого усовершенствованного трупа. Затем он посмотрел на человека, одетого в одежду Ван Тиньмина, и глубоко вздохнул. Помимо их роста, их лица выглядели совершенно одинаково. «Я должен называть тебя Ван Тиньмином или архиепископом Шести Путей?» Хань Ли моргнул, и выражение на лице стало серьезным. «Ты уже понял, кто я?» Холодно фыркнул Ван Тиньмин. От движения его тела все 6 призрачных трупов дрогнули. Насколько мне известно, искусство 6 высших дьяволов — величайшее искусство дьявольского да в море рассеянных звезд, и только ты мог его культивировать до такой степени. Кажется, тебе как-то удалось выжить, но есть несколько вещей, которые я не понимаю. Как ты захватил тело Ван Тиньмина и как ты превратился в нечто подобное? Почему этот изысканный труп похож на тебя? Неужели это воплощение, которое ты культивировал, или ты превратил свое собственное тело в дьявольский трупа? Говоря это, Хань Ли постепенно пришел в себя. Архиепископ Шести Путей зловеще рассмеялся. «Почему я должен отвечать мертвецу?» Затем его плечи дрогнули, и 2 из 6 призраков позади него устремились к 2 усовершенствованным трупам. 2 усовершенствованных трупа дрогнули и с трудом открыли глаза, полностью окрашенные темно-зеленым светом. Архиепископ Шести Путей продолжил, повторяя загадочное заклинание, в результате чего сморщенные трупы начали быстрее поглощать серую дьявольскую ци. Оба трупа пронзительно взвыли, и их тела значительно увеличились в размере. Стеная в агонии, их тела мгновенно выросли до 15 метров в высоту. У одного из трупов было тело темно-черного цвета с крупными медными чешуйками, пара острых рогов антилопы и длинный лазурный хвост, которым она то и дело махал. Тело другого трупа было покрыто кроваво-красными костяными спицами. Его конечности сияли серебряным светом, словно были отлиты из серебра. На голове было 4 темно-зеленых глаза, и его треугольная голова выглядела очень зловещей. После трансформации усовершенствованных трупа стали совершенно похожими на 2 дьявольских призрака, которые вошли в их тело. Но самым шокирующим было то, что теперь они обладали истинной физической формой. При виде этого сердце Хань Ли задрожало. Архиепископ Шести Путей дико рассмеялся, когда искусство 6 высших демонов культивировало до своего пика, и теперь я могу призвать фрагменты души истинных мудрецов, чтобы завладеть их телом, давая им способности, которые в бою могут соперничать с культиватором божественной трансформации. В мире смертных никто никогда не мог культивировать это искусство до этой стадии. Несмотря на это, 2 дьявола, которых я призвал, обладают способностью культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Теперь, когда ты в меньшинстве, ты и правда веришь, что сможешь сохранить свою жизнь. По велению его духовного чутья 2 дьявола, парившие перед ним, внезапно исчезли из поля зрения. Пространство в 3 метрах от Хань Ли исказилось, вслед за этим рядом с ним появились 2 демона. Рогатый дьявол с молниеносной скоростью выстрелил в брюшную полость Хань Ли. Шипастый дьявол не двигался, его тело задрожало, и поблизости послышались звуки взрывов. Плотные багровые костяные шипы длиной в фут заполнили воздух и выстрелили в Хань Ли, создавая ограждающий обстрел. На таком близком расстоянии было невозможно избежать атаки. Оказалось, что архиепископ Шести Путей придумал тот же план, что и Хань Ли — уничтожить противника одним ударом с подавляющей силой. На лице архиепископа Шести Путей была гордость и самоуверенность. Он полагал, что даже если бы Хань Ли сумел как-то выжить в этой безупречной совместной атаке, он не смог бы разобраться с ней целым и невредимым. Но в следующий момент выражение старого дьявола замерло. Как раз, когда нападающий рогатый дьявол и заграждение с острыми костями должны были разорвать Хань Ли в клочья, на спине Хань Ли вспыхнули лазурно-белые крылья, создавая мощный порыв ветра. После этого его тело исчезло из виду. Лазурная полоса и костяные шипы прошли через пустое пространство. Вздрогнув, архиепископ Шести Путей быстро огляделся по сторонам. Но прежде чем он смог высвободить свое духовное чутье вокруг себя, над головой рогатого демона вспыхнула лазурная молния, после чего появился Хань Ли. Он безмолвно поднял руку и выпустил перед собой лазурный кипригель, который мгновенно рассеялся в воздухе. В следующее мгновение над рогатым демоном появился серебряный лотос шириной в фут. Лотос сделал круг в воздухе, а затем из него вырвался 7-летний буддийский свет, жестко схватив рогатого демона на месте и заморозив дьявольскую ци в его теле. Хань Ли без особого выражения поднял другую руку, вызвав трехцветный веер. Прежде чем он приказал ему предпринять какие-либо действия, страшная духовная сила веера наполнила воздух. В этот момент другой демон наконец заметил новое местоположение Хань Ли и сразу решился атаковать. С протяжным визгом все костяные шипы, окружавшие его, закружили в воздухе и выстрелили в новое местонахождение Хань Ли. Они летели со скоростью, которая могла обогнать дракона.
В мгновение эка бесчисленные шипы из костей оказались около Хань Ли. Хань Ли смотрел на атаку без следа страха во взгляде. Серебряный свет вспыхнул перед ним. Это был маленький серебряный щит, который окутал его плотным барьером серебряного света. Вскоре шипы достигли светового барьера. При каждом ударе о световой барьер звучали взрывы, и барьер дрожал, как от сильного дождя. Вскоре барьер вздрогнул и начал сильно раскачиваться, словно был на грани краха. Мощь костяных шипов была далеко за гранью воображения. Каждый из них обладал силой высокорангового магического сокровища. Щит звездной эссенции не смог отразить эти атаки. При виде этого Хань Ли изменился в лице и произнес заклинание. Внезапно на лбу Хань Ли появилась золотая бусина размером с большой палец, светясь светом, создавая вокруг него слой золотого тумана. Это был барьер для Ваджры, созданный Хань Ли в его теле. В течение множества лет, очищая реликвию Ваджры внутри своего тела, ее защитная сила намного превзошла мощь щита звездной эссенции. Когда серебряный барьер в конце концов рухнул, остальная часть костяных шипов яростно ударила и с металлическим лязгом врезалась в барьер Ваджры. Золотой свет вспыхнул прямо на его поверхности, с легкостью блокируя заградительный огонь. Между тем, из веера послышался крик Феникса. Внезапно из него вылетела огненная птица, на теле и крыльях которой сверкали талисманные иероглифы. Взмахнув крыльями, она метнулась вниз. Было ясно, что она пробирается к неподвижному рогатому демону. Хотя демон не мог пошевелиться, на его лице появилось жестокое выражение. Он открыл рот и выплюнул белую волну, чтобы заблокировать огненную птицу. В момент столкновения белой волны и птицы оглушительный грохот сотряс воздух. Хотя звуковая волна была одной из странных врожденных способностей демонов, его тело было поймано в ловушку, и он не мог распространять свою дьявольскую ци, что значительно ослабляло его силу. Эта атака не могла сравниться с веером трех огней. Противостояние длилось недолго, и огненная птица взорвалась. Внезапно распространился трехцветный ореол, поглотив белую волну под собой. Ореол быстро увеличивался в размерах, мгновенно настигнув рогатого демона и превратив его в ничто. Все это произошло за несколько секунд. Архиепископ Шести Путей сильно изменился в лице при виде этого. Как он мог ожидать, что Хань Ли не только не умрет от атаки двух его демонов, но и умрет от одного из тех двоих, кого он освободил? В этот момент он понял, что имеет дело с неординарным великим культиватором. Яростная тревога охватила его, он не смел мешкать и поспешно отдал приказ своим духовным чутьем остальным призракам. Он выплюнул черную полосу изо рта, создав облако черной ци, которое вскоре исчезло. Шипастый демон тоже взревел, сверкнув всеми своими 4 глазами, исчез из виду. Пространство за Хань Ли пошевелилось, и демон появился прямо перед ним. Хрясь. Руки демона выросли в несколько раз, а из его рук вырвались когти. Они яростно ударили Хань Ли по голове и спине. Тем временем по вспышке черного света в 10 метрах над головой Хань Ли появился черный восьмиугольный молот размером с череп. Из него исходила зловещая черная ци, и вся она яростно обрушилась на Хань Ли. Судя по его ужасающей дьявольской ци, можно было сказать, что это был редкий дьявольский артефакт. Атака архиепископа на этом не закончилась. Его плечи вздрогнули, и остальные 4 призрака дьявола снова появились позади него. Все они открыли глаза и бросились на Хань Ли в виде черных полосок света. Убив одного из демонов, Хань Ли столкнулся с объединенной атакой архиепископа и его остальных демонов. Хань Ли вздохнул. Прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия, из его тела внезапно вспыхнул лазурный свет, а затем серебряный. Во вспышке серебряного света перед ним появился силуэт, отразив атаку серебряного демона. 2 мощных взрыва сотрясали воздух. В сияющем серебристом свете лазурный силуэт оставался совершенно неподвижным, в то время как демон, находившийся сзади, был полностью потрясен от удара и отступил. Тем временем сверху над Хань Ли вспыхнул лазурный свет. В следующее мгновение у него над головой появился маленький лазурный котел и стал медленно вращаться на месте. Затем крышка открылась, и из него вырвалась лазурная нить, поймав черный молот, атаковавший Хань Ли, и подвесив его в воздухе.